Звездный ребенок Star Child – череп аномального строения, найденный в 1930 году в Мексике. По мнению уфологов, он принадлежит существу, являющемуся результатом скрещивания пришельцев с людьми, либо результатом генетических манипуляций. В 1930 году 15-летняя американка по имени Мария вместе со своими родителями отправилась на отдых к родственникам в мексиканский штат Чиуауа. Отдыхать предстояло в 160 километрах к юго-западу от города Чиуауа. Марии очень понравилось исследовать окрестности деревни, и однажды она набрела на старый рудник, похожий на длинный тоннель. В нем девушка обнаружила лежащий на спине женский скелет, а рядом с ним был насыпан маленький курган, откуда виднелась деформированная и усохшая маленькая рука, схватившаяся за предплечье найденного скелета. Американка раскопала насыпь и обнаружила под ней детские останки с крайне странным черепом. Она решила восстановить оба скелета, для чего сложила кости в большую корзину, а ей отнесла ее к дому своих родственников, спрятала в дальнем углу сада. Минуло 2 дня, и ночью на деревушку обрушилась страшная гроза. Ливень превратился в настоящее наводнение. Наутро Мария нашла корзинку перевернутой. Потоки воды унесли большую часть костей. Удалось отыскать лишь немногие, в том числе оба черепа. Свои находки Мария привезла домой, в Эль-Пасо, штат Техас. Странный детский череп, необычно широкий, с плоским затылком и маленькими глазницами, она считала продуктом какого-то человеческого уродства, и вместе с черепом предполагаемой матери долгие годы хранила в картонной коробке в качестве сувенира, напоминающего об увлекательной поездке к мексиканским родственникам. В начале 90-х годов, почувствовав приближение смерти, Мария отдала коробку своему близкому другу. Тот поместил ящик на полку в своем гараже, где он и простоял 5 лет. В 1997 году в США в издательстве Адаму Пресс из печати вышло издание под названием «Все ваши знания неправильны». Книга первая «Происхождение человека». Ее автор Ллойд Пай – писатель-исследователь снежного человека. Текст этот вызвал большой интерес, и имя Ллойда Пая стало популярным в Америке. В феврале 1999 года Рэй Юнг позвонил писателю и сказал, что хочет ему кое-что показать. В назначенный час к Паю пришли супруги с картонной коробкой. Они извлекли из нее 2 пакета, развернули упаковку и молча положили на стол 2 черепа. Один из них был явно человеческим и не вызвал у Ллойда Пая особого интереса, а вот другой, Пай вспоминает: череп был небольшой, странной формы, с необычными глазницами. Я держал его в руках, смотрел в глазницы и чувствовал, что соприкасаюсь с чем-то чуждым. Рэй и Мелани спросили, что он думает о черепах и что, по его мнению, нужно с ними делать. Писатель ответил, что один из черепов, возможно, не человеческий, хотя и похож на него, и что череп этот необходимо исследовать. Тогда посетители предложили Паю принять от них в дар оба черепа и взять на себя организацию всех исследований, на что тот с радостью согласился. Совместно с Рэем в 1999 году Пай основал проект «Звездный ребенок» и стал основным хозяином черепа. С того времени все желающие изучить останки звездного ребенка могли сделать это только с его позволения. В рамках развернутого Паем проекта Star Child оба черепа прошли датировку радиоуглеродным методом. Женский череп в Университете Калифорнии в Риверсайде в 1999 году, череп ребенка в Майами в 2004. Оба теста установили их возраст – 900 лет с возможной погрешностью в 40 лет. Возраст ребенка был определен стоматологом как 4,5 года, 5 лет. Как выяснили ученые, кости черепа значительно тоньше, чем у человека. Объем черепа ребенка составляет 1600 см кубических. Это на 200 см кубических больше, чем череп среднего человека. После лабораторных исследований было установлено, что череп состоит из костного материала, который встречается у всех млекопитающих. Он состоит из обычных костей, которые еще не до конца развились. Яркий пример этому – родничок на голове. Тем не менее, череп имеет существенные деформации во всех его частях. Так, орбиты его глаз необычно мелкие, а канал зрительного нерва расположен ближе к основанию орбит. Затылочная кость задней части черепа сплющена. На черепе нет ни одной фронтальной пазухи, а такая особенность встречается всего лишь у 10% населения.
Первый тест ДНК черепа проводился с сотрудниками Bureau of Legal Dentistry Laboratory, Ванкувер, Канада, в 1999 году, благодаря которому удалось установить, что останки принадлежали ребенку мужского пола. Специалисты твердо заявили, родители ребенка были обычными земными людьми. Сам Пайн не был согласен с результатами этого исследования и утверждал, что материал на черепе был сильно загрязнен, из-за чего невозможно было относиться к полученным данным с доверием. Второе исследование было проведено в 2003 году коммерческой компанией Trace Genetics. Согласно результатам их исследований, ДНК, взятая с черепа, соответствует индейской гаплогруппе. Факт родственной связи двух человек, останки которых были найдены в мексиканской шахте почти 80 лет назад, генетики подтвердили. Им удалось выделить митохондриальную ДНК, позволяющую определить родство между матерью и ребенком. Ученые установили это, взяв материал для исследования 2 экстракциями из фрагментов теменной кости. В то же время, поскольку ядерную ДНК, хранящую информацию о матери и об отце, восстановить не удавалось, открытым оставался вопрос о том, кто был вторым родителем звездного ребенка – человек или пришелец. Также образцы черепа были исследованы под электронным микроскопом. При увеличении были обнаружены необычные волокна, вплетенные в костную ткань. Исследователи предположили, что это мог быть грибок или другой организм. А в настоящее время медики выявляют так называемую болезнь Маргеллонов, когда волокнистые структуры, полупрозрачные и хорошо заметные даже невооруженным взглядом, встречаются в мягких тканях пациентов. Волокна эти состоят из полиэтилена высокой плотности и, возможно, попадают в организм из пищевых добавок. И вновь ученые твердо заявляют, ребенок был зачат от земных людей. Радиоуглеродный анализ останков был проведен в 2004 году компанией Beta Analytic Miami, штат Флорида, США. Результаты анализа показали, что человек, которому принадлежал череп, относится к культуре Магальон, которая процветала на севере Мексики и юго-запада современных США в начале второго тысячелетия нашей эры. Важно отметить, что деформация черепа был широко распространен среди этой культуры. Деформированные черепа являются широко распространенным явлением во всей Древней Америке. В 2010 году Национальный институт здоровья провел еще один анализ ДНК, сравнив нуклеотидные и белковые последовательности. После анализа было установлено, что 260 пар последовательностей в ДНК звездного ребенка от человека, но остальные 342 пары остались загадкой, разгадать которую ученые так и не смогли. Это приводит исследователей проекта «Звездный ребенок» к выводу, что отец ребенка был носителем генетических мутаций или имел внеземное происхождение. С медицинской точки зрения, череп вполне мог принадлежать ребенку, который страдал целым рядом заболеваний, как полученных от отца, так и самостоятельно приобретенных. Во-первых, прогирей. Одним из редчайших генетических дефектов. А при прогирее возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. Брахицефалией, короткоголовостью, то есть форма головы, отличающаяся сравнительно большим поперечным и малым продольным диаметром мозгового отдела черепа. Среди населения земного шара брахицефалия, как преобладающая форма, встречается у разных этнических групп. В Центральной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии и у индейцев Америки. Гидроцефалии, водянкой головного мозга. Заболевание, характеризующееся избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга. Наиболее характерный признак гидроцефалии – опережающий рост окружности головы, приводящий к визуально хорошо определяемой форме черепа, сильно увеличенного в объеме. Кроме того, признаком гидроцефалии у новорожденных может служить выбухающий напряженный родничок, часто запрокидывание головы, смещение глазных яблок к низу. Помимо этого, синдромом Крузона – это челюстно-лицевое расстройство, передающееся генетически и характеризующееся целым рядом признаков. Сращение черепных швов, короткая широкая шея, выпученные глаза, слишком большое расстояние между глазами, маленький нос, внешне напоминающий клюв, косоглазие и недоразвитые челюсти. И, возможно, анафтальмии, недоразвитие или полное отсутствие зрительного органа. По настоящий день участники проекта не оставляют попыток подтвердить внеземное происхождение ребенка.
Ведется сбор средств на проведение более серьезных и современных анализов.